Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Сегодняшний выпуск хочу посвятить самомассажу лица и посвятить серию видеороликов по этому направлению. Сегодня я хочу рассказать про самомассаж лица и с чего он начинается. Здесь я сделала себе небольшой план, и мы сегодня поговорим о важных параметрах эффективности массажа лица. Что нужно обязательно делать, чтобы самомассаж лица был эффективен. Самомассаж лица в основном всегда мы выполняем дома, поэтому он и называется самомассаж лица. Но можно выполнять его на работе или еще где-нибудь. Я в данный момент нахожусь на даче. И сейчас я покажу, с чего начинается самомассаж лица. Самомассаж лица начинается с проработки смежных зон. Это очень важно. Это шейно-воротниковая зона, зона декольте, трапеция, то есть все мышцы позади. И потом мы только приступаем к массажу лица. Для чего это нужно? Для того, чтобы расслабить мышцы. Мышцы у нас находятся в неком таком спазме. Они могут быть спазмированы, они могут быть напряжены. И, естественно, напрягаются кровеносные сосуды, лимфатические сосуды. Ухудшается ток лимфы. Доступ кислорода ухудшается, поэтому часто бывает так, что при спазмах мышц шейно-воротниковой зоны люди страдают мигренями, страдают головными болями, может быть повышенное артериальное давление. И, конечно же, самомассаж лица в силах этому помочь. По крайней мере, он может облегчить те симптомы, которые испытывают, опять же, люди с напряженными мышцами. Вы можете приобрести самомассаж лица на моем сайте курса массажа Ольги Бугановой. Там продолжительность видео около 2,5 часов. И очень много на самом деле движений. Они все очень простые, каждый их может выполнить. И направленность совершенно разная на поддержание кожи в тонусе, на то, чтобы расслабить больше мышцы, на уменьшение отечности. То есть все вы найдете в моем видеоуроке. Переходите на сайт курса массажа Ольги Бугановой, оставляете свою заявку, и потом я с вами могу связаться и предложить, как вы можете приобрести наш видеоурок. Ну а сейчас я начинаю несколько движений, они на самом деле очень все простые. Первое – это мы сдвигаем мышцу, второе – мы на нее надавливаем, и третье – мы ее растягиваем. То есть все очень просто, не нужно запоминать никаких лишних движений, которых достаточно бывает очень много в других обучающих самомассажах лица. То есть вы чувствуете, где у вас есть напряжение, где место самое такое жесткое, самое твердое, и начинаете это просто место сдвигать. То есть вы цепляетесь пальчиками и сдвигаете эту мышцу. Это очень просто. Вы можете ее сдвигать через позвоночный столб, вы можете сдвигать ее около позвоночника в ту или другую сторону. Это не важно. Тем самым вы будете расслаблять мышцы. С одной стороны и с другой. Сколько посвятить этому времени? На самом деле все может быть очень индивидуально. То есть если вы чувствуете, что мышца становится не такой напряженной, как она была, хотя бы немного, она уже стала более пластичной, значит, вы заканчиваете движение. Но обычно на такую манипуляцию уходит 3, 4, 5 минут, бывает, что 10. Следующее движение, мы будем растягивать мышцы. Растянуть мышцы очень сложно, потому что мы будем напрягать мышцы рук, и самим это сделать тяжело. Мы можем сделать это активными движениями, растягивая мышцы, наклоняя голову в одну сторону очень медленно. И не нужно ее наклонять тут же в другую сторону. Возвращаетесь в исходное положение и делаете такое же движение. Тянетесь к одноименному плечу. То есть левое ухо мы тянем к левому плечу. И так несколько раз. Тем самым мы вытягиваем мышцу, мы ее растягиваем, и тем самым мы ее расслабляем. И в другую сторону то же самое. То есть сейчас мы выполнили такое движение для того, чтобы мышцы расслабить, мы их растянули. И следующее движение – это надавливание.
надавливание на мышцы. На самом деле очень эффективное. И в этом движении очень важно также медленно выходить из мышцы, так как вы в нее погружаетесь. Также вы находите максимальную точку напряжения, их может быть очень много, на шейно-воротниковой зоне, на трапеции. Находите максимальную точку напряжения, она в основном всегда твердая. Это я объясняю для тех, кто не знает мышц, кто не владеет техникой массажа, просто хочет дома выполнять самомассаж. Поэтому доступным таким языком я объясняю, что мы находим жесткую такую вот точку и начинаем на нее надавливать. В зоне трапеции, в зоне плеча, это можно сделать удобно, то есть надавливать пальчиками. Но как это сделать в зоне затылочных бугров, в зоне головы? Я пользуюсь на самом деле очень удобным способом. Я ложусь, то есть вы можете прилечь, сейчас я вам покажу. Можете прилечь на кровать, положить ручки под затылочные бугры, вот под эти вот места, найти точку максимального напряжения. И после этого медленно погружаться в мышцу, то есть надавливать на нее. И также медленно отпускать. Это можно сделать с одной стороны, можно сделать с другой стороны. Можно делать одновременно, но я предпочитаю поочередно. Также под эти места можно положить какие-нибудь так круглые предметы. Бывают такие шарики для массажа деревянные, тоже можно расслаблять мышцы с помощью этих шариков, когда мы кладем их на напряженные мышцы и ложимся на них. Но сейчас я покажу, как это сделать руками. Вы ложитесь на кровать, погружаете руки под голову, полностью расслабляетесь и начинаем. Сейчас я покажу с двух сторон. Видите, что голова немножко приподнимается. И также я медленно выхожу из зоны. Можно это делать одной рукой. Также медленно погружаюсь и медленно выхожу. Некоторые точки могут быть очень болезненными. Если очень больно, то вы не должны допускать такого состояния, когда вам больно настолько, что дыхание замирает. Как понять, правильно вы делаете или нет? По ощущению боли, то есть по шкале 10, если взять шкалу 10, боль должна быть на 5-6, не больше, то есть комфортно должно быть. Не должно быть такого, что прям вот на грани, сейчас, и ужасно больно. Если вы будете делать через боль, вы можете вызвать еще больше спазм мышц, головную боль, еще большее повышенное давление. Поэтому, друзья, будьте осторожны, делайте самомассаж, смотрите наш канал, ставьте лайки, смотрите следующий выпуск. Пока!